Я бы выделил в качестве одной, если не самой главной угрозы, действия Европейского Союза, вернее, элиты, которая захватила власть в Брюсселе и пытается подчинить себе национальные правительства, заставляя их пренебрегать интересами собственного народа, заставляя их отказываться от тех результатов, которые дают выборы, референдумы, проводимые в европейских странах, и подчиняться узурпаторской роли коллективного Брюсселя, бюрократии брюссельской, которую никто не выбирал, и, собственно, состав которой определяется компромиссами между законно избранными национальными правительствами. Европа вновь пытается диктовать всем свои условия, свои желания, которые связаны, внешне связаны с украинским кризисом. Она использует украинский кризис для того, чтобы самоутвердиться, для того, чтобы ставить палки в колеса и строить козни Соединенным Штатам и всем тем, кто хочет справедливого урегулирования. И самое печальное и опасное в этом заключается в том, что в Европе к этим элитам, и в Брюсселе прежде всего, но также и в столицах, таких как Берлин, Лондон, Париж, я не говорю уже про Прибалтику, возрождается теория и практика нацизма. Откровенно нацистские подходы, откровенное игнорирование того, что делает нацистский режим на Украине, точно так же, как Гитлер, а до него Наполеон. При Наполеоне нацизма не было. А вот Гитлер, как и Наполеон, поставил под ружье практически всю Европу и бросил эту всю Европу под нацистскими знаменами на Советский Союз. Я не хочу слишком много внимания уделять этому. Господин Мерц много чего наговорил, что является абсолютно проявлением расизма, нацизма. Так что старые привычки и те гены, которые господин Мерц унаследовал от своих родственников, они не умирают, они сохраняются. Это презрение, это высокомерие, это ощущение, не побоюсь этого слова, представителя особой расы, оно проявилось и в той фразе, которую вы процитировали, так же, как и во многих его заявлениях по поводу того, что должна из себя представлять Германия в будущем. Это абсолютно очевидные реваншистские идеи и, в известной степени, как я уже сказал, человек ненавистнический. И вот теперь под нацистским флагом на европейские деньги, с европейскими инструкторами, с европейскими и в целом западными разведывательными данными, Европа все более и более современным оружием накачивая Украину, Европа руками Украины, телами украинцев воюет в очередной раз с нашей страной. Сейчас здравые голоса, в том числе в Соединенных Штатах, в некоторых странах Европы, и в наших с вами структурах типа Шанхайской организации сотрудничества выступают за то, чтобы принцип ограничения вооружений, контроля над вооружениями, включая транспарентность, чтобы все эти схемы опять воссоздавать. В последнее время много говорится о новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов. Одна из главных целей этой стратегии – сделать так, чтобы Европа знала свое место, чтобы Европа не пыталась либеральные порядки, которыми она гордилась на протяжении десятилетий и сотрудничала по укреплению этих либеральных порядков с демократическими администрациями Соединенных Штатов, чтобы Европа занялась своими делами, чтобы Европа не пыталась по-прежнему втягивать Соединенные Штаты Америки в свои игры, достаточно нечистоплотные игры, призванные продвигать устраивающий европейскую элиту либеральный порядок в политическую жизнь всех остальных государств. Прямое вмешательство во внутренние дела, в том числе запреты на
результаты выборов, как это было в Румынии, а затем и в Молдавии, и в целом ряде других стран, подтасовки абсолютно налицо. И вот, значит, стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, она говорит Европе: займитесь своими делами и не надейтесь, что мы, Соединенные Штаты, будем постоянно вас поддерживать в ваших авантюрах. Мы не против конкуренции, как вы знаете, но конкуренция должна быть честной. Когда конкуренты пытаются подавить 100%, а то и 500% тарифами, это не та глобализация, к которой нас призывали Соединенные Штаты после Второй мировой войны. Когда вводят санкции, прямо объявляя, что причиной являются политические позиции той или иной страны или того или иного человека, это не равноправие, это не уважение прав человека, это диктат. И когда эти санкции касаются, скажем, запрета на деятельность крупнейших мировых компаний, как вот в случае с нашей компанией «Лукойл», частная компания, и государственная корпорация «Роснефть», ну, я не вижу в этом ничего, если разбираться в сути происходящего, я не вижу в этом ничего, кроме желания подавить конкурентов нечистоплотными методами. Это означает, что для честной борьбы уже у Запада, в том числе и у Соединенных Штатов, далеко не всегда хватает сил, и приходится им прибегать для сохранения своих доминирующих позиций, приходится прибегать к нечистоплотным, совершенно антидемократическим, антирыночным методам. Собственно говоря, то, что у них воровство у европейцев в крови, мы наблюдаем на примере замороженных российских активов. Кстати, иранские активы тоже частично заморожены, так же, как заморожены активы Венесуэлы и многих других стран. То есть такая тяга к воровству, она, видимо, генетически присуща многим нашим западным коллегам. Сейчас они, правда, вот начинают там ругаться между собой, можно ли своровать российские деньги. Какие-то здравые голоса там звучат, но их просто пытаются потопить в окриках из Брюсселя. Не зря, кстати сказать, уже во многих средствах массовой информации в России и за рубежом Урсулу фон дер Ляйен, иначе как фюрер Урсула, не называют. Тревожит то, что никаких правил, вот говорят на Западе, должны быть правила, на которых основывается миропорядок. Имея в виду то, что им выгодно, то и будут называться правилами. Сейчас даже этих правил, которыми Запад манипулировал от случая к случаю, упомяну Запорожскую атомную электростанцию, где наблюдатели МАГАТЭ присутствуют почти год уже, если не больше, и где каждый раз, когда украинцы бомбят объекты этой атомной станции, наблюдатели МАГАТЭ стыдливо говорят, что они не знают, откуда прилетели эти беспилотники и эти снаряды. Это тоже неправильно. Некоторые западные, так сказать, СМИ давным-давно, с давних времен расчетливо стараются дать такое же представление, что когда есть кризис, когда есть разгар кризиса, нельзя доверять Российской Федерации. Как вы могли им ответить? Зачем отвечать на пустышку? Там есть какие-то хоть у них за этими заявлениями примеры, которыми они будут убеждать всех остальных, что России доверять нельзя. Я не слышал таких примеров. Если примером является, как они говорят, неспровоцированное нападение России на Украину, ну, знаете, какие дипломаты, такие аргументы. Запад был предупрежден с самого начала. Если Европа хотела бы быть активной участницей украинского регулирования, у нее было много шансов. Она все эти шансы, как сказать, провалила. Те, кто нас обвиняет, вы, когда с ними берете интервью, если такие случаи бывают, вы у них спросите факты. Где факты, которые
хоть раз подтвердили бы, что Россия не выполнила свои обязательства. Это, говорят те, кто пытается свалить все с больной головы на здоровую, это люди-лжецы. Надо называть вещи своими именами. Сейчас нужно удалить эти первопричины. Хорошо, что американцы это поняли. Они четко сказали, что никакого НАТО быть не может. И они четко сказали, что те земли, где столетиями жили русские, должны снова стать русскими, российскими. И что русский язык, русская культура, права канонической украинской православной церкви должны быть восстановлены. Это также, знаете, вот Европа похожа на врача-двоечника, который не хочет понять, с какой болезнью ты к нему пришел, а дает тебе просто таблетку какую-то или микстуру, чтобы тебе на 5 минут стало чуть-чуть полегче. А диагноз эти врачи европейские не ставят. А вот американцы пытаются разобраться, и последние контакты с ними вселяют надежду, что они глубже понимают нашу позицию и глубже понимают то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, а не просто было взято очередное перемирие, чтобы снова накачать Украину оружием. Поэтому процесс идет, мы ждем реакции от американцев по поводу того, как они поговорили с украинцами.